Представьте ситуацию, человек бесцеремонно врывается в ваше пространство и требует, чтобы вы бросили свои дела и занялись его проблемами. Как мы обычно реагируем? Либо злимся и спорим, либо нехотя соглашаемся, чувствуя себя жертвой. Но есть третий путь, древний и очень хитрый, принцип второго поприща. Сегодня я объясню, почему согласиться сделать в 2 раза больше – это лучший способ пристыдить наглеца и показать, что его важные дела для вас лишь пустяк, на который вам не жалко лишние минуты. Откуда это пришло? Евангелие от Матфея, глава 5, 41 стих. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 2». Многие знают эти слова Иисуса из Нагорной проповеди, но мало кто понимает их историческую остроту. В те времена римский солдат имел законное право заставить любого жителя нести его тяжелую амуницию ровно одно поприще. Это была принудительная повинность. Одно поприще ты шел как раб, как человек, у которого нет выбора. Но Иисус предлагает шокирующую вещь. Иди с ним 2. Зачем? Потому что на 2-м километре поприще ты перестаешь быть рабом. Солдат уже не может тебя заставить. Он в замешательстве, он не понимает, почему ты продолжаешь идти. В этот момент роли меняются. Ты становишься свободным человеком, который по своей воле оказывает услугу тому, кто хотел тебя унизить. Когда мы спорим, мы признаем важность требований наглеца. Когда мы гипертрофированно соглашаемся, конечно, давай, я не просто помогу, а вообще все за тебя сделаю, ведь мои дела – это ничто по сравнению с твоими. Мы доводим ситуацию до абсурда. Это не смирение, это демонстрация того, что вы настолько выше этой ситуации, что можете позволить себе такую щедрость. Это обезоруживает. Допустим, коллега просит вас доделать за него отчет в конце рабочего дня. Вместо того, чтобы объяснять, как вы заняты, вы отвечаете: знаешь, давай, я не только отчет доделаю, но и презентацию за тебя завтра подготовлю. И ведь мне все равно нечем заняться, а твое время явно дороже моего. В 90% случаев человек почувствует иронию и уколы совести. Он поймет, что перешел черту. Пройти 2-е поприще – это значит выйти из роли подневольного. Тот, кто заставляет ожидать, что вы пройдете ровно 1 километр и будете ненавидеть его за это, но когда вы идете 2, вы ломаете его сценарий. Вы показываете: я здесь хозяин, я решаю, сколько тратить свое времени. Это лучший способ сохранить достоинство, не опускаясь до банальной ругани. Иногда лучшая защита – это не отказ, а такое согласие, от которого другому человеку станет неловко. А у вас были случаи, когда вы отвечали наглостью за наглость, через иронию? Как реагировали люди?
напишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение.